Ready? The agenda. What I would like to speak about in this session is 4 things that we should all remind ourselves of each year. What are the principles, the best principles? What are the best people, the best processes, and the best tools and technology? Paddy. Дорогие друзья, и о чем мы будем сегодня говорить? У нас 4 темы, и вообще эти 4 темы, те, которые нам регулярно стоит с вами что обсуждать, они крайне важны. Это какие глобальные принципы мы видим сейчас, что у нас изменяется с точки зрения людей глобальным, да? Какие у нас глобальные есть сегодня методы и процессы, ну и, конечно, tools and technologies, да, инструменты и технологии. The next slide, please. Which should be a picture of an atom. Yes, we have. This, I like this picture. It comes from the University of Cambridge. It's in the Department for Quantum Physics, and it's a very good way that I use to teach about the principles, the people, the process, and the technology. Paddy. Мне нравится очень этот слайд. Он из какого-то очень правильного института, здесь написано, по квантовой физике. И он очень наглядный для того, чтобы передавать те знания, которые хочу вам передать. The reason I like this, like an atom, is right in the center, the heart of the atom, are what we call the principles, the best principles for knowledge management, knowledge asset management. In the center do not change very much. Principles do not change very much. Рон, дорогие друзья, особенно те, кто участвовал в школе по управлению знаниями, особенно во вчерашней школе управления знаниями, и до этого, неважно, в июле, или в сентябре, или в апреле этого года, и в прошлом году, мы много раз говорим о том, что есть то, что очень сильно подвержено изменению, а есть то, что является практически константным, не подвержено изменению. И почему Рон говорит о том, что в центре этого слайда находится в ядре, да, именно принципы управления знаниями активами, почему они как раз являются что наиболее стабильными, да? Принципы являются что? Фундаментально важными, и они практически не меняются. Рон? So we need the best principles, and as we move out from the center, we need to make sure we have the best possible people and the best possible processes and the best possible technologies. But as we move out the circle, so they change more regularly, especially technologies at the end. And the purpose of this is principles answer the question, why are we doing this? People are who are going to do it, and the best processes and best technologies are how we're going to do it, given that they are changing regularly. Paddy. Principle is why, yes? Yes. Друзья, в центре принципы, потом люди, да, далее процессы и уже по периметру окружность — это техники и инструменты. И почему так происходит? Потому что чем дальше от центра, тем что выше динамика изменений. И, соответственно, мы должны отслеживать эти изменения чаще. И принцип отвечает на вопрос, почему, зачем мы должны это делать. Люди — это какими людьми мы это будем делать. А уже процессы, инструменты, есть как мы это делаем, какие наилучшие способы, актуальные процессы, актуальные техники, инструменты, чтобы это делать. Но самый главный смысл заключается в том, что в центре находятся менее подверженные изменению принципы, да, управления знаниями, активами, а по краям находится то, что изменяется больше всего. Конечно же, это инструменты, технологии, которые могут меняться каждый день. Рон? So I shall spend 5 minutes on what are the best principles, 5 minutes on the best processes, 5 minutes on the best people and the best technologies. And let me start with principles first. Next slide, please, Madam. И Рон говорит о том, что я неизбежно сейчас уделю внимание всем 4 составляющим, но, конечно же, я бы начал бы со слайда, который отвечает на вопрос про принципы.
So you could have the slide from the Yes, international ISO. organization. Yes. And when we're looking for the best principles, standards are today principles driven. Within the best global standards, you can find the best principles. And with ISO, we have two types of principles. The best principles for effective knowledge and knowledge assets and knowledge and innovation, and the best principles for management. Value. Рон, дорогие друзья, сегодня, если мы посмотрим на стандарты, то Рон говорит о том, что стандарты все больше и больше развиваются, принципал driven, да, то есть что принцип оказывает все больше и больше влияния на стандарты. И сейчас Рон говорит о том, что есть целых две группы, да, то есть это принцип, помогающий развивать стандарт по управлению знаниями, и принципы в основе стандарта по менеджменту. Рон? But ISO, they are only concerned with developing standards worldwide. On the next slide, please, the BSI are not only interested in working with ISO for standards, but they are also involved with training around the world, consulting, auditing, certification, and certification of the principles within the standard. Value. Итак, понимая принципы, которые, естественно, влияют на стандарты, как уже Рон, стандарт становится, да, принципал driven, да, в основе развития стандартов уже принципы, и это отражается в разных стандартах, о которых Рон говорил, но есть еще другая структура, да, в частности BSI, возможно, вы ее знаете, вот здесь сайт bsigroup.com, где дальше работа идет не только в стандартах, но и в аудите, в консалтинге, в тренинговых программах и сертификации. Но в основе лежат что? Принципы. Принципы, по сути, являются образующими. Рон? And you can see from the slide that they are all over the world. Of course, they are in Moscow. They're a global organization, and all of their offices center around three key hubs: the UK, Hong Kong, and the USA. И вы видите, в частности, BSI, большая организация, которая этим занимается, и вот здесь 80 тысяч клиентов, безумное количество стран, по-моему, 75. И, соответственно, очень много стран присутствия по всему миру. Ну и, конечно, три хаба, это изначально Великобритания, Гонконг, отвечающий за Азию, и в Америке, отвечающий за Америку. Рон? And so next slide, please. 172 страны, 73 офиса. Рон? Sorry, Manny? It's okay. And so this slide should be focusing on the three key standards, global standards, that we are concerned with. The first one is ISO 30401, which is now published by ISO as a draft global standard. The second one, towards the bottom, is the ISO standard for managing the assets in your company, tangible and intangible. And the third one on the bottom right that we're interested in is the most popular one of all globally, ISO 9001, which now has introduced organizational knowledge as a requirement in that standard. Vadim. Так вот, если говорить про стандарты, да, где ISO и BSI взаимодействуют, это для нас, для конференции KM Russia, для тех, кто участвует в Knowledge Management, имеет принципиальное значение. Здесь речь идет как минимум о 3 стандартах. 3041 стандарт, мы прям много говорили, вот в октябре мы этот вопрос поднимали вместе с вами. Вы знаете, он официально презентован был буквально несколько недель назад. Это стандарт, с которым, наверное, будет больше всего взаимодействовать, это Knowledge Management System, да, Requirements.
Есть стандарт про управление активами, это 55001, весь 2014 года, это стандарт по управлению активами, как материальными, так и нематериальными активами. Ну и, конечно, наиболее известный нам стандарт здесь, большинство организаций связано с этим стандартом, это стандарт ISO 9001, многие его, конечно, знают, но вы знаете, что сейчас в этом стандарте регулируется в том числе управление знаниями этой организации. Соответственно, вот эти три стандарта, да, которые влияют на knowledge management и knowledge asset management, в первую очередь не влияют, а отражаются принципы в этих стандартах. Ром? Next slide, please, Eddie. And so I'm very glad to say that the BSI have recognized knowledge associates as people who are specialists in knowledge and knowledge standards. And so we are now officially working with BSI in the consulting and implementation of the standards globally. И вы знаете, вы Рон был один из первых, кто приехал на нашу конференцию Knowledge Management. Он выступал вот прямо с этой трибуны, я помню хорошо, неоднократно, здесь, в Мирбис. И Рон все время анонсировал: дорогие друзья, коллеги, скоро выйдет стандарт. В 2015-2016 году это была ключевая тема: дорогие друзья, ждем стандарта. Стандарт вышел. 1,5-2 недели назад он был официально объявлен 3.0, 4.01. А сегодня здесь Ром, опять же, в этой аудитории говорит о том, что мы, Knowledge Associates International, не только в лице Рона Янга и многих коллег, Артур Шелли в том числе, который выступал ранее, участвовали в создании этого стандарта, да, и об этом много раз уже говорилось. Но сегодня Рон говорит о том, что Knowledge Associates было признано BSI как партнеры, и сегодня Knowledge Associates является it's official consultant and for consultancy and for implementation, right? И сегодня and training. И сегодня Knowledge Associates International является партнером и официальным консультантом и поставляет тренинги и внедрения. Таким образом, связь между стандартами и практикой воплощения их в жизнь самая прямая. И, как вы понимаете, для Knowledge Associates International это очень важно являться партнером таких структур. Рон? Yeah, so next slide, please. And so we have a global plan. At the moment, we have Knowledge Associates in Cambridge. Then we created Knowledge Associates in USA. Then we created Knowledge Associates in Moscow. Then we created Knowledge Associates in Japan. And today we're actually this month creating Knowledge Associates in India. And the following regions will be in the first quarter of next year to support BSI activities. И таким образом, уже видя как принципы в стандартах ISO и уже, то есть, как этим занимается BSI, здесь Рон показывает, как Knowledge Associates International, будучи официальным партнером этих организаций, изначально имея офис в Кембридже, потом в Америке, в Москве, далее в Японии и так далее по миру. В ноябре Австралия, сейчас в этом месяце офис открывается в Индии. Таким образом создается инфраструктура, да, позволяющая эти принципы через стандарты, через тренинги, консалтинговую деятельность, что уже передавать в реальный сектор. Рон? Next slide, please, Eddie. So now we'll talk very briefly about the best people and what we need to do to develop the best competences for people in the knowledge economy. Eddie. Давайте теперь поговорим только о принципах, что тут существенно важно. Вы видите, какая существенная работа проводится Knowledge Associates International в поле принципов. Следующий блок – это люди. Что мы делаем для того, чтобы развивать компетенцию людей? Next slide, please, Eddie. We are working with the universities to create a master's degree in the global knowledge economy, and that will involve modules for what the global economy is, knowledge economics, knowledge leadership, knowledge competencies, knowledge asset management, knowledge technologies, and how organizations will transform
transformation management. Vadim. И сейчас мы плотно работаем с университетами, в частности в Кембридже, и ведем программу по управлению знаниями и знаниями экономики, новой экономики. И здесь вот 5 программ. Can you repeat knowledge economy, knowledge management, asset management, knowledge? And then it's very small, I'm sorry, next to my picture, there's knowledge leadership, knowledge competences, knowledge asset management. Знание экономика, знание лидерства, знание компетенции, управление знаниями активами и организационное, применение организационных знаний, управление знаниями организационной деятельности. Next slide, please. And to help us develop these modules and to teach these modules, we like to think we found the best people in the world. We've got 10 people, many of which you know, some of you know very well, who are friends of ours, who are working and developing around the world the different modules with us. Vadim. И для того, чтобы делать лучшие знания, мы, естественно, позвали лучших людей, и я думаю, что многих вы из них здесь знаете. Значимая часть из них выступала на Game Rush, Артур Шерри выступал недавно, Ларри Прусик выступал здесь в 2010-2014 годах, Анна Хоффман выступала в прошлом году, на Эки выступал в 2014 году, Рудольф Круз, а Рудольф де Сауза выступает сегодня, Данна Лида выступал в 2015 году, Тревор Луи выступал в прошлом году, да? То есть и он говорит о том, что чтобы делать лучшие проекты, мы собираем лучших людей по всему миру. Вот здесь топ-10 тех людей, с которыми развиваются эти знания и активы. Рон? And many of these are friends, and I know that several of them are speaking with you today. Yes, that's right. Thanks a lot, Ron. Да, и Рон, что многие из них не просто эксперты, но еще наши друзья, и в том числе выступали или выступать сегодня. Next slide, please. And so this means that with the universities now around the world, we can start to offer accredited, accredited certification towards master's degree. Vadim. И сегодня мы говорим о том, что мы проводим называется, официальная академическая, да, то есть вузовская аккредитация, в том числе мастерская программа. Next slide, please. Совместно с МГРАСом. So now briefly, I'd like to talk just a couple of minutes about the best methods. Next slide, please, Vadim. Ready? Ready? Yeah. We developed in 2003 a methodology called knowledge asset management, which many of you may have heard of or are familiar with. The book, which was published, still contains the same principles of effective knowledge asset management that apply today, because principles don't change. Vadim. И он говорит о том, что помимо того, что у нас есть, мы формализовали принципы, которые благодаря Рону и коллегам, в частности Артуру Шерри, да, многие из них легли в основу стандартов, потому что Рон руководитель комиссии дальше сейчас естественно с BSI по принципам. Также он показал, какие люди участвуют в распространении и внедрении по всему миру. Сейчас он приходит к методологии, он говорит о том, что в 2006 году это принципы легли в основу knowledge management методологии и делает акцент на том, что принципы, которые используются в основе этой методологии, остаются неизменными. Да? То есть они также работают, и вы знаете, что обучение методологии knowledge management в России идет на регулярной основе. Next slide, please, Vadim. Next slide. And we do not only teach the principles, but we also provide the total solution from frameworks and education and methodology through to platforms, tools and technologies to bring the principles alive in the company. Vadim. И Рон говорит о том, что
что есть вся инфраструктура этой платформы и программного обеспечения, и все необходимые методы и инструменты для того, чтобы эти принципы, да, были внедрены в деятельность. Next slide, please, Betty. And I'm glad to say that even today now, the Institute of Asset Management, which is 25 years old, has adopted these principles, and this publication in the Times newspaper recently shows how they now wish to connect together an internet of assets, both tangible and intangible knowledge assets. Vadim. Дорогие друзья, я понимаю, что такой непростой, очень такой, знаете, как рыбий жир доклад, я сейчас его называю, когда он выступает красной икрой, но здесь Рон сейчас говорит о фундаментальных изменениях, которые происходят в мире, и которые найдут отражение, в том числе во всем том, что мы делаем с вами по управлению знаниями и активами. И одним из индикаторов того, что происходит серьезное изменение, является недавно вышедшая статья, где говорится о том, что уже у нас не только интернет of things, да, интернет вещей, но интернет что? Активов, как материальных активов. Это один из ключевых трендов, да, который тоже нам нужно обратить внимание. И организация, он выступал в конце ноября в Лондоне, 25 лет организации, которая специализируется на направлении активами, как раз уделяет этому фактору очень серьезное внимание. Пожалуйста, обратите внимание, и вы тоже, уважаемые коллеги, что мир продолжает меняться. Рон? Next slide, please, Matthew. And so, finally, I'd like to talk just for a couple of minutes about some of the best tools and technologies that are available to support the principles and the people and the processes. Matthew. Такой плотный доклад, друзья. Я не знаю, кто из вас сможет его переводить. Я сам тут стою с трудом. Но здесь, мне кажется, Рон в полчаса уложил то, что нам нужно с вами пройти за 2 года. И я не скрою, это очень плотный доклад. Но следующий, давайте потерпим еще немножко. Принцип, помните, они неизменны, они фундаментальны, на отражение на всем размах, да, то есть задач. Дальше люди, кто это делает, и здесь нельзя, были представлены люди, если просто в интернете наберете, то есть кто эти люди, почему именно они, то вам станет ясно, да, что за ними стоит, какие знаниевые активы. Методы, то есть вся группа методов, и в том числе самые современные. И Ром говорит о том, что давайте еще немножко посвятим нашего времени и посмотрим, как эти принципы, да, через людей и благодаря методам, то есть какие уже инструменты, технологии есть для их использования, воплощения. Рон? Next slide, please. We decided that the best global technology platform to base our tools and techniques and standards was the Google platform. And as you can see, they are all over the world and very well known, one of the largest platforms. And of course, they have their offices all over the world, including Moscow, of course. И Рон сказал, когда мы выбирали технологию, мы подумали о том, что Google, наверное, подходящая платформа, потому что некоторые ее знают, вроде как она известна. Немного известна. Немножко присутствует по всему миру, ну и вроде как даже и в Москве. Соответственно, как и BSI, почему Рон говорит, это 75 офисов и покрытие 70 стран. Соответственно, Google платформа тоже вроде как имеет какой-то здесь вес в мире, то есть поэтому это была выбрана платформа. Рон? Next slide, please, Lady. Of course, the technologies are changing fast, but it's very important to remind you that in the Google platform, they have tools for artificial intelligence, machine learning, big data, and this is going to have a big impact on knowledge and knowledge management over the next years. И он говорит о том, что одна из причин, почему выбрали Google, потому что и для искусственного интеллекта, и для машин learning, когда машины учатся, и все другие необходимые современные решения на Google присутствуют, вы видите это на экране.
есть это не просто платформа, которая известна по всему миру, но и сама платформа является очень функциональной, мощной. Рон? Next slide, Eddie, please. And another key technology that we've recognized which will have a major impact on knowledge asset management is blockchain technologies, which bring another level of trusted networks to smart contracts. Вот здесь еще одна инновация. Те, кто будут слушать доклад Рона в прошлом году, сейчас понимают, что это, наверное, существенное, да, изменение в глубине контекста и в размахе. И одна из технологий, которая, естественно, Social International плотно взаимодействует, технология блокчейн, она уже не является неизвестной, до этого много про блокчейн слышали в последние кварталы, полгода и год. И здесь, конечно, вот, взаимоотношения, которые более доверительные, позволяют это строить, ну и самое главное, приходить на смарт-контракты. Да? Кто из вас еще не сталкивался с этим термином, думаю, сегодня об этом поговорим. Рон? Blockchain technologies really bring an added level of security to make the whole process for knowledge asset management far more trusting. So far it's been used for cryptocurrency, but now it's being used increasingly for the better protection of intangible assets. Друзья, терпим, я терплю, терпим все вместе. И, соответственно, если изначально блокчейн был больше известен как для создания криптовалют, я думаю, что для вас это словосочетание известно, то сегодня все больше используется для безопасности, и, конечно же, то есть это все больше и больше используется в управлении знаниями и активами. Рон? Next slide, please, Eddie. But this is very complicated. The principles, the people, the processes and technologies is quite a lot to remember. And what we have to do is provide solutions to companies that are very simple, that are very powerful, and are driven by the people, not just IT, so that people can achieve these principles without knowing, just doing the process and using the tools. И сейчас, конечно же, много мы сейчас говорили, и перед нами стояла задача, и мы ее решаем, как найти инструмент, который объединил бы все и позволял бы быть нами использованным, причем не только основанным на IT, но и основанным на людях. Вот, соответственно, у нас такой инструмент есть. Рон? Next slide, please, David. So just in the last 3 or 4 minutes, I'd like to introduce the platform that we have developed called Knowledger, which has within it all of the ISO standards, all of the processes and methods and techniques that companies can apply. И я хотел вам сказать в следующие 3-4 минуты о платформе, которую создаем мы, создали и создаем, развиваем. Платформа, в которой есть все, что касается ISO стандартов, и платформа, в которой есть все необходимые методы и инструменты, да, для того, чтобы успешно применять и принципы, и управления знаниями активами. Рон? You can, if you like, you can consider it as a ledger of knowledge, which is based on Google and blockchain. Вы как можете по-разному называть и knowledge, и no ledger, и как вам будет угодно, но это платформа, и, да, это важно, эта платформа основана на Google платформе. Рон? Next slide, please. And it will be available for people to try now, and it's available in different languages, and you can start to play with Knowledger, working with strategy, learnings, ideas, and starting to develop your own portfolio of knowledge assets. И эта платформа доступна даже как trial version, как это называется по-русски, то есть это бесплатная версия. И вы знаете, просто сказать одному человеку большое спасибо в этом зале, она доступна на русском языке, большое спасибо, Михаил. Вот.
И, соответственно, мы можем уже пробовать взаимодействовать с этой платформой, не просто взаимодействовать, но и на самом деле уже пробовать создавать свое портфолио своих знаниевых активов. То есть, и я знаю, что мы уже на этой неделе, на прошлой неделе с некоторыми из вас создавали свою, раньше это называли директория знаний активов, сейчас называем портфолио знаниевых активов, да, смысл не меняется, но важно, что их можно учитывать прямо уже в открытом доступе сейчас. Рон? I will give you in a moment the address where you can try it if you wish, and if you could give us some feedback, because it's free, it will enable us to develop even further. Vadim. И Рон говорит, если хотите, пожалуйста, я сейчас вам дам ссылку, но я знаю здесь в аудитории людей, которые эту ссылку могут дать еще быстрее, чем Рон, и таких людей есть в аудитории там 5 и более. И, соответственно, пожалуйста, пользуйтесь, эта платформа находится в открытом доступе, ну и, как и прежде, то есть, так как мы сегодня говорим про сотрудничество и наше творчество, давайте свою обратную связь, и мы будем что эту платформу развивать, в том числе и по вашей обратной связи. Рон? And now, if you like to do the knowledge asset management training education in Moscow, you can start to use this tool at the same time. So during the training, you're developing your strategy, capturing your learnings and ideas, and developing your portfolio of knowledge assets. И он говорит, я знаю, что если вы участвуете в программах по управлению знаниевыми активами, вы знаете, эта программа будет регулярно, практически каждые 2 месяца, я думаю, она будет чаще проходить в следующем году. Пожалуйста, вы можете использовать эту платформу как самостоятельно, да, так и, конечно же, в ходе образовательных программ, которые в Москве есть, и также ведутся на русском языке. Андрей Белоногов и Майя Зиновьева вчера, большое вам спасибо, провели очередную прекрасную программу. Ну, Ольга Смирнова там, естественно, участвовала тоже там немножко, по-моему, приносила остаточный материал. Ром? Next one. This knowledge is part of a large integrated system that captures everything to do with standards, principles, techniques, strategies, etc. I don't have time to explain this now, but just to let you know that you can start simply and it develops into a fully integrated system. Vadim. Дорогие друзья, только мне кажется, что мы уже 7 часов эту лекцию читаем. 77, Вадим. Я смотрю, только 20 минут, а там 25. Такое ощущение, что у нас всю жизнь. Ron, I'm joking that you did your best to put in one presentation 2 years MBA course. So it's not only easy for the